Представьте, что вы смотрите телевизор 25 июня 1967 года. По эфиру крутят новости, фильмы, события последних дней, но в какой-то момент вы слышите следующее. Несмотря на то, что эфир черно-белый, вы видите, что кадр набит людьми, цветами, шарами, а на стене красуется лишь одно слово — любовь. В эфире группа Beatles исполняет свой новый трек под названием All You Need Is Love в рамках прямой трансляции Our World, которая на русский переводится как «Наш мир». В этом выпуске вы узнаете, как Джон Леннон и группа Beatles с помощью одной песни смогли изменить не только мировоззрение целого поколения, но и всего мира. Но сначала вернемся на 10 месяцев назад, а точнее на осень 1966 года. Организатором проекта выступил тогдашний директор BBC Орби Сингер. Идея провести трансляцию планетарного масштаба родилась не на пустом месте. Главным поводом послужил запуск первого коммерческого спутника в середине 1965 года, а до этого момента реализация такого проекта была просто невозможна. Но не только спутниками ограничивалась трансляция. Помимо этого были подготовлены еще 9 наземных телестудий, десятки других навигационных систем и спутников, и более 10 тысяч людей были задействованы в реализации проекта именно только технически. По мере развития проекта стран-участниц становилось все больше. Как итог, в конечном счете участвовало 24 страны, суммарная аудитория порядка 700 миллионов человек. И для понимания масштабов данной трансляции нужно знать, что на тот момент времени на Земле проживало порядка 3 миллиардов человек. То есть можно смело заявить, что каждый третий житель Земли стал зрителем данной трансляции. Но давайте вернемся обратно в 1966 год, потому что нужно понимать, что не только технологический прогресс стал главным поводом для реализации проекта, но и геополитический кризис в лице войны во Вьетнаме стали одним из главных триггеров. Весной 1965 года Соединенные Штаты начали военную кампанию против Северного Вьетнама. На тот момент времени западное общество и так жило страхом того, что завтрашнего дня не будет. Карибский кризис, гонка вооружения, военные конфликты в странах третьего мира только усугубляли ситуацию, а новая война и вовсе убивала надежду на что-то лучшее. Организаторы трансляции очень осторожно подошли к вопросу о том, о чем должна быть трансляция в целом. Одно из первых правил гласило о том, что она должна быть вне политики и исключить глав государств. И как итог, центральной темой трансляции стало объединение людей во всем мире, несмотря на разногласия. По этой причине ее и назвали «Наш мир». Now comes the final track. It brings in a solo vocal from John Lennon and for the first time the orchestra. Here then is final mixed track take one of a song which we offer to the whole world. All You Need Is Love. 18 мая 1967 года BBC пришли к группе Beatles с заказом написать песню с сильным посылом, который будет понятен любому обывателю на простом английском языке. Доподлинно неизвестно, написала ли группа эту песню именно для трансляции, потому что если верить словам Ринго Старра и Джорджа Мартина, то они утверждают, что данная песня была написана исключительно для трансляции и позже была включена в альбом. А если верить словам Джорджа Харрисона и Пола Маккартни, то они утверждают, что якобы эта песня была изначально в голове Леннона, просто она очень удачно совпала под обстоятельства. Но самое удивительное в этой истории то, что песня была написана всего лишь за 10 дней. Первоначально группа очень долго оттягивала момент работы над песней по причине того, что они дописывали свой следующий альбом «Сержанта Пейпера». И это очень сильно чувствуется, потому что сама песня, как и альбом, пропитана всей экспериментальностью, оркестровой музыкой, эстрадной и элементами психоделии. На мой взгляд, самое удивительное в этой истории — это факт того, что оркестровая часть появилась буквально за 2 суток до самой трансляции. Потому что, на мой взгляд, именно оркестровая часть делает эту песню более насыщенной, живой и даже своего рода драматичной. Кроме этого, нельзя не упомянуть, как группа смогла украсить свою студию специально для этого эфира. Эфир проходил как раз таки из их студии звукозаписи на Эбби Роуд. На первый взгляд может показаться, что битлы слукавили. Закупились цветами, шариками, позвали друзей и просто скопировали визуал со своего нового альбома. И на мой субъективный взгляд, именно простота композиции создает ощущение чего-то большего. Создается ощущение некого праздника жизни. Причем нужно понимать, что декорации были сделаны за сутки до трансляции. И утром 24 июня битлы организовали пресс-релиз, где заявили то, что их следующим синглом будет как раз таки песня All You Need Is Love. Утром 25 июня все крупные журналы и газеты в Англии пестрили
яркими фотографиями Битлов на фоне земного шара с цветами и заголовками о том, что Битлз представляет свой следующий сингл «Love is all you need». Как итог, в 8 вечера группа вышла в эфир. Их выступление длилось недолго, буквально 6 минут. И этих 6 минут хватило для того, чтобы миллионы людей по всему миру поверили во что-то лучшее. Несмотря на то, что первоначально эфир должен был быть максимально аполитичным, выступление Битлз приобрело очень сильный политический характер. Потому что параллельно с ними на другом краю земли, а точнее в США, набирала обороты хиппи-культура, чьи идеи и лозунги были тоже пропитаны любовью и миром. Как итог, лето 1967 года в западной культуре принято считать летом любви 1967 года, и группа Beatles с песней All You Need Is Love стала главным катализатором этого события. Позже, уже после самой трансляции, Брайан Эпстайн, менеджер группы Beatles, сказал следующее. Это была по-настоящему вдохновенная песня, и они искренне хотели обратиться с ее помощью ко всему миру. Самое замечательное в ней то, что ее невозможно истолковать иначе. Это предельно ясное послание. Любовь — это главное, любовь — это все. За микрофоном был Арлан Алиев, вы слушали Физтех Радио. И под конец скажу: любите и будьте любимы. Всем пока.